Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, и в этом видео долгожданном крипто, куда пойдет крипто, где развернется, отобьется, что произойдет с биткоином. Короче, сегодня такой обзор. Почему меня это немного забавляет? Потому что достаточно давно я не делал обзора на старших таймфреймах, я только интрадейщик, торгую только внутри дня, в американскую сессию 2 плюс-минус часа в день, но учитывая такой спрос и интерес к крипто, валютному рынку, такие обзоры будут выходить иногда. Если вам интересно, ставьте лайк, чтобы я понимал. Если нет, то это будет единственный и последний обзор криптовалют. Почему я на самом деле решил записать это видео? Потому что есть определенные паттерны, сигналы на графике, очень интересные, о которых я бы вам хотел рассказать, которые были и которые могут произойти. Мы в основном посмотрим на будущие сценарии, но пару слов про то, что было, потому что это очень-очень интересно и может открыть нам определенные ключи, да, предоставить к тому, что может произойти в будущем. Короче, давайте смотреть. Итак, это биткоин, daily график. Что мы здесь с вами видим? Мы видим, что биткоин достиг абсолютного максимума 70 тысяч вот здесь. Это практически там буквально немного не дошли. И тут же развернулся. Но что характерно, перед этим мы пробили уровень, который был сформирован, это у нас 20 октября. 20 октября был сформирован, а 8 ноября был пробит на огромную, представляете, какая свеча. Смотрите, какая огромная бычья, одна из самых больших за вот весь этот период, да, грубо за 20 дней. Пробили, и тут же рынок развернулся, ушел за этот уровень, посмотрите здесь. Попытался вернуться и обвалился. Угу. И вот что интересно. Мы видим здесь большущий паттерн. Если вы посмотрите, это паттерн, который называется слабая вершина. Слабая вершина и вход на sell вот здесь по этому паттерну. Понятно, что сейчас то, что я вам рассказываю, никому не интересно, потому что это было уже прошло, да, там 12 дней. Но что может быть интересно в будущем? Один из долгосрочных планов, которые можно построить, здесь еще раз, не рекомендация, не прогноз, не сигнал. Это такой, знаете, небольшое разбавление контента, да, который есть на моем канале, потому что он в основном посвящен конкретным входам, выходам, интрадей, системам, техникам торговли. Обзоров нет, да, я не делаю обзоры, ну, не очень интересно. Ну вот биткоин все-таки попал, да, в мой рейтинг. Так, ладно. Короче, один из интересных сигналов, мы видим, рынок пробил середину паттерна. То есть это большой паттерн, у него есть середина, да, вот здесь. Мы пробили, закрылись ниже. И один из сценариев это коррекция 60%. Мы видим вот этот импульс вниз, да, весь. Но он еще не завершен, да, рынок может спокойно присануть ниже, потому что еще слева есть здесь уровни. Но дело не в этом. Вопрос в том, что когда рынок нащупает поддержку, начнет корректироваться, в данном случае текущий минимум здесь, но если он присанет ниже, то нас интересует коррекция 60%. Либо от этой точки и от нижней точки, неважно. То есть после паттерна и после того, как цена пробила середину паттерна, коррекция 60%, 60-70 обычно, это sell-зона. Очень хорошая sell-зона. Если мы посмотрим чуть левее, несмотря на то, что я на биткоин не смотрю, но один в один практически ситуация была в мае 2021 года, этого года. Посмотрите сюда. Ведь мы видели похожую картину. Рынок тоже пробил вот здесь уровень на большущей свече, очень похожую на ту, которую мы видели справа сейчас. И затем вернулся за уровень. И, представляете, вот здесь что произошло. Мы пробили середину и скорректировались ровно на, там, может быть, 60 плюс-минус процентов. Очень похожая картинка, если мы посмотрим с вами вот сюда и сюда. Видите, да? Насколько они идентичны. Но пробой середины вот это ключ, потому что вы можете видеть любые там супер сильные паттерны, но если середину не пробили, то это говорит о том, что те, кто главные, в данном случае покупатели, они еще главные. Если совсем просто. Потому что многие трейдеры, я бы сказал, даже не многие, а почти все смотрят на структуру, это определяющие
определяющее звено в том, кто главный, да, на рынке. И то, что, я не знаю, то, чему обучают трейдеров много-много лет, да, десятилетий даже. А это структура, нового максимум, нового минимум и так далее. Но вот здесь характерно то, что рынок сначала пробил вверх и тут же резко, быстро, посмотрите, да, сколько здесь времени ушло, там 12 свечей, и как быстро, да, мы обвалились. Да, может быть время примерно такой же, но масштаб, скорость, именно масштаб свечей довольно мощный. В общем, это первый сценарий. На мой взгляд, самый такой комфортный сценарий. Но есть сценарий номер два. Номер два – агрессивный сценарий. Агрессивный сценарий. Давайте его разберем. Еще раз, трейдеры, это не рекомендация, это не сигналы, не прогноз, пожалуйста. Делайте свой собственный анализ. И не стоит доверять человеку, который торгует интрадей, какие-то долгосрочные прогнозы там, и так далее. Вот. Если это вам поможет, класс, ставьте лайк. Если вам такие интересные обзоры, я буду делать, конечно. Вот. Но делайте свой анализ. Да, делайте свой анализ, не надо тупо, о, Аркадий сказал, я поэтому буду так же делать. Ладно, обновляем график, идем дальше. Но есть еще один сценарий, более агрессивный. Почему более агрессивный? Рынок только что сделал новый минимум вот здесь. То есть эта свеча телом закрылась ниже минимума важной структуры. Причем очень быстро. И сейчас мы видим, формируется другой паттерн. Дно такое двойное. Что характерно для паттерна двойного дна, хорошего паттерна, это симметрия. Что значит симметрия? Это когда мы видим одинаковое количество свечей вверх и одинаковое количество свечей вниз. Вот мы видим раз, два, три. Возникает вопрос, а почему свеча черная? Почему три? Две же вверх? Нет, три, потому что эта свеча сделала максимум, и она же считается вниз дважды. Раз, два. И, возможно, мы видим третий бар, третью свечу. И в идеале, если цена протестирует и коснется самой нижней точки биткоина в данной ситуации, это 55, такая красивая, кстати, цифра, получается, около 55,555, да, примерно так, 55 555. Если рынок коснется этой зоны, это неплохое место для поиска сигналов. Да, вы можете использовать мультианализ, то есть анализ разных таймфреймов. У меня сейчас дейли. Например, открыть 4-часовой график. Определенно здесь будет уже уровень готовой поддержки. Давайте это сделаем. 4-часовой график. Вот он. Даже можно детальнее увидеть. Вот здесь, например, эта картинка очень четко просматривается. Мы видим стрелочный. Ну, это ладно, стрелочный забудем. Все-таки у нас обзор такой общий, да, не по системе. Мы видим вершину, пробой середины, коррекция 60%. И вот если перейти на 4-часовой, мы вот видим здесь уровень как раз. Если рынок придет, протестирует и будет сигнал, это buy. Да. Какой сигнал? Ну, как правило, когда мы видим паттерн, вот дно, например, здесь, или дно, например, вот здесь, да, то мы ждем более высокую цену закрытия. То есть мы ждем первый восходящий бар, который закроется телом выше максимума предыдущего после завершения паттерна. Да, вот здесь, например, если паттерн завершится, например, на этой свече, а следующая свеча или там через свечу будет бычья, да, вот такая, например, да, и она закроется телом выше максимума предыдущей свечи, да, то это buy сигнал. Да, понятно, что здесь, торгуя на старших таймфреймах, нужно ставить достаточно широкие стопы, да, и тейки, конечно, большие. Но вы можете использовать еще раз мультианализ, перейти на, например, 4-часовой, подождать подхода вот сюда, вот к этой точке, попробовать здесь купить. Но еще раз, это перспектива не дня, не двух, не трех. Это перспектива, может быть, там, я не знаю, до конца года даже. Потому что я смотрю очень старший таймфрейм, дневной, не часовой даже, а daily график. Это вот такой план. Даже есть локальные здесь ситуации, локальный план на самом деле. Вот если я открою свой, точнее, 4-часовой график, ближе посмотрю. Я не смотрел на него, но вот сейчас смотрю и вижу возможность. Аналогично, что мы смотрели на дейли, только уменьшено в несколько раз. Вот мы видим снова паттерн. Да, в данной ситуации это вершина, пробой середины, да, коррекция 60. Это может быть как небольшой локальный шорт. Да, небольшой локальный шорт. Если рынок придет сюда, это в районе, сколько здесь, 50, не знаю, ну вы на своих графиках видите, наверное, 58
959. Да, вот эта зона sell. Но это локальный трейд. Локальный трейд означает, что мы ждем небольшую реакцию сюда, как минимум ретест, где-то до там 57, то есть буквально там 2000. И все. То есть такой скальп, да, скажем так. Посмотрите, вот сколько, да, разных возможностей, глядя на разные таймфреймы. Только от структуры я сейчас ничего не добавляю совершенно, только смотрю на структуру. Поэтому более долгосрочный сценарий, да, коррекция 60, sell. Более долгосрочный сценарий, но агрессивный, buy сигнал в районе 55, да, вот этого значения плюс-минус. И если мы перейдем на 4-часовой график, локальный, прям свежий сценарий на sell в районе 58 959. И есть еще один сценарий на daily, который тоже интересно просматривается здесь. Это более глубокая коррекция, более глубокий прессинг вниз, скажем так. Да, если рынок пробьет этот минимум, вот здесь, который мы отметили, да, 5. Еще важный момент, что я когда смотрю на график, я смотрю несколько различных сценариев. Я не смотрю, что вот только так должно быть, так точно произойдет, так рынок пойдет. Нифига это не работает. Вы просто свой мозг программируете на конкретный сценарий, потом все свое внимание уделяете какому-то вот одному событию, которое, по вашему мнению, вообще не должно случиться. И когда рынок меняется, вы это просто не замечаете, потому что вы задали программу своему мозгу смотреть на конкретно этот сценарий, бычий, например, да, покупку или там продажу. И вы не видите, что рынок говорит нет. Да? И это очень-очень важно, потому что трейдеры часто зациклены на каком-то одном. Вот туда пойдет, и туда они грузят все свое внимание, там деньги, да, имеется в виду, откроют сделки. Но я всегда подразумеваю несколько разных сценариев и отдаю им равное предпочтение, что должно быть и так, точнее, может, да, быть и так, и так, и так. Как будет, так я и сыграю. Даже если я сыграю, например, на buy, а рынок решит на sell, я просто перевернусь и буду действовать на sell, ниже я буду привязываться к этой покупке, или как некоторые трейдеры там не ставят стоп и ждут, когда наконец рынок развернется, или там усредняются и так далее. Но это такое, знаете, уже от лукавого. Ничего общего с прибыльной торговлей это не имеет. Вот. И третий сценарий, как раз мы к нему подходим, если рынок пробьет этот минимум, да, потому что минимум сформировался несколько дней назад, то где следующая структура, куда рынок может опуститься, давайте посмотрим. Я сторонник смотреть еще и на круглые цифры. Да, вот мы видели здесь разворот около 70 тысяч, а где следующий это 50 тысяч. Да, психологически довольно мощный уровень. Давайте поставим сюда горизонтальную линию. Вот здесь полтос, да, 50. И вот эта зона интереса. Но важно, что здесь не надо от балды покупать. Здесь нужно дождаться подтверждения от рынка. Да, возможно, рынок сформирует еще один импульс вниз. Потому что если мы чуть-чуть посмотрим повнимательнее, мы видим импульс. Если рынок сформирует еще один, это будет эта зона. Это buy зона. Но лично я, если вас это интересует, мое мнение, в перспективе до, там, не знаю, может быть, недели, двух, я не люблю это делать совершенно, потому что мой трейдинг нынешний, последних нескольких лет вообще не подразумевает какое-то, скажем так, прогнозирование, ожидание. Это торговля и работа с фактом. Вот ты сидишь у экрана, да, у тебя есть сигнал, ты принимаешь его, либо нет. Два варианта. Твой сигнал, не твой сигнал, в нужных условиях, не в нужных условиях, да или нет, все. Не то, что, там сейчас я подожду неделю, через неделю придет, а может быть там... Нет, так я не делаю. Я это делаю для тех, кто торгует криптовалютой, и кто хочет получить, ну, скажем так, дополнительное, там, может быть, мнение, видение какое-то, которое подтверждало, либо опровергало, либо поддерживало идею. Понимаете, да? К чему это все такое? Да, абсолютно непринужденный обзор. Угу. Так вот, что я хотел вам сказать, трейдеры. Что я думаю по этому поводу? Я предполагаю, и исходя из того, что я вижу на графике, один из лучших сценариев, если рынок присанет чуть-чуть пониже, да, протестирует эту зону, и здесь будет buy сигнал, да, сигнал на покупку на правой стороне паттерна, то хороший тейк будет на ретесте, такой быстрый тейк. Ну, понятно, что это не дело одного дня. Да, может быть, рынок на сегодня упадет сюда, а завтра вырастет, такое возможно, но обычно это дольше. И это
это первый тейк, довольно неплохой тейк. Ну и дальше выше, если брать более расширенные тейки. И важно, это на самом деле одна из самых больших, на мой взгляд, не то что ошибок даже трейдеров, а тактической неточности, если так можно сказать, тактическая неточность. Это когда трейдер входит в сделку, особенно если он торгует там во флетах или против тренда, потому что рынок большей частью не определен, да, меньше в тренде пребывает. И трейдер ставит ишачьи тейк-профиты. То есть вы заходите в сделку, у вас отличный сигнал, да, вы ставите огромный тейк, там 1 к 4, например, соотношение. Да, это неплохо, но вы можете загубить хорошую сделку, которая, например, пройдет 1 к 1, либо 1 к 1,5. Ведь все абсолютно системы, с которыми я знаком на протяжении 10 лет, мои системы, системы других трейдеров, там, суперопытных трейдеров с их статистикой, со своей статистикой, если все это сверять, мы приходим примерно к одному знаменателю. Что лучшие системы, я подчеркиваю это несколько раз, лучшие системы, особенно внутридневные системы, они упираются в то, что мы берем, скажем так, ставим первый тейк по соотношению примерно 1 к 1, 1 к 1,5. Да, то есть в среднем это где-то 1.3, 1.4, 1.2, ну где-то вот так. Да? То есть от 1 к 1 до 1,5, ну, наверное, где-то 1.3, 1.4. То есть, грубо, на каждые $1000 мы делаем 1300 либо 1500. Да? Вот так. И средним профитным, да, профитным значением, то есть процентом прибыльных сделок, порядка 60, 55, 65. И чисто математически это более чем достаточно, чтобы делать деньги, и психологически это комфортно. Но вы можете делать деньги примерно такие же, допустим, ставя соотношение 1 к 4, допустим, рискует $1000, чтобы сделать $4000, ну, к примеру. Можете, но тогда процент прибыльных будет очень низкий, и, возможно, психологически просто трейдер не справится. Для очень опытных трейдеров, да, но неопытный или начинающий трейдер что будет делать? Он будет искать причину, что не так, а что не работает в моей системе, надо что-то менять, и все. Поэтому, когда вы слышите там, или смотрите видео различных супертрейдеров, бесспорно, есть трейдеры, которые торгуют с процентом 30% прибыльных сделок. Как 30? Я буду торговать с 30%. А что, остальные 7 лоссы? И вы будете, естественным образом искать этому причину. А причина в том, что просто вы ставите ишачьи тейк-профиты, которые будут достигнуты, но может быть через какое-то время, через какое-то там движение, перед этим вас вынесет, там, заденет стоп и так далее. Поэтому некоторые трейдеры торгуют хорошие сигналы, хорошую систему, но недостаточно уделяют времени менеджменту. Да? Поэтому 1 к 1, 1 к 1,5 это лучше. Вот безоговорочно. Да, 1 к 2, может быть тоже неплохо, но понимаете, насколько у вас должна быть точность высокая входа в рынок. То есть требования к себе, требования к системе настолько чудовищные, что ее можно настолько оптимизировать, чтобы прийти к тому, что, оказывается, ничего не работает. Поэтому подумайте над этим. Это, еще раз, не то, что вам обязательно делать, это размышление. Возьмите на заметку, сделайте свои выводы, промоделируйте, протестируйте, проинспектируйте, профилактируйте, я не знаю, что-нибудь, и посмотрите, что из этого выйдет. Все, закончили. До следующих встреч, пока и до связи.